Всем привет! Сегодня я расскажу, как я делаю самогон на пшенице и на природных дрожжах. Вот. Ну, для этого понадобится 5 килограмм пшеницы, обычная пшеница. Ее нужно будет промыть, убрать от всей этой шелухи и разного другого мусора. 1 килограмм сахара, баллон 40-литровый и литр воды, чтобы сделать дрожжи. Почему 5 килограмм? Ну, у меня самогон аппарат на 30 литров, как бы это удобно делать впоследствии, чтобы перегонять все за один раз. Вот. Итак, нам нужно сначала промыть эту пшеницу и погрузить в баллон. Ну все, сейчас промою, загружу и продолжим. Итак, все зерно промыл, пшеницу промыл, прочистил и засыпал сразу уже в баллон. Налил где-то литров 5 воды, тепленькой, градусов 30. Но нужно наливать воды, чтобы 4-5 сантиметров была от пшеницы, чтобы дрожжи быстро сыграли. И теперь засыпем сейчас 1 килограмм сахара на все это. И закроем примерно на 4-5 дней. Все, засыпаем сахар. Можно было сахар разбавить отдельно в 2-литровой или в 3-литровой банке. Ну, можно высыпать и прямо сюда. Сейчас тщательно перемешаем. Все, сахар на месте. Размешиваем. Готово. Закрываем баллон и ждем, пока начнут дрожжи бродить. Спустя 2 суток дрожжи уже поднялись наверх. Ждем дальше. Итак, сегодня 5-е сутки. Уже прошли. Пшеница. Открываем. Запах такой, как квас, хлебный квас. Никакой кислятины. Приятный запах. В общем, сейчас настал момент. Добавляем на 5 килограмм пшеницы. Добавляем сейчас 5 килограмм сахара, 20 литров воды. Я вот в канистрах уже приготовил. 2 канистры по 10 литров. Это на мой объем. Примерно нужные пропорции: на 1 килограмм сахара нужно добавлять 3 литра воды. Ну, лучше больше, чем меньше.
меньше не рекомендуется, потому что можно будет испортить саму брагу. Ну, я добавлю чуть больше. В общем, все. Сейчас добавляю сюда 5 килограмм сахара. Выливаю 2 канистры с водой. Размешиваю. И смотрим, что получилось. Итак, сахар высыпал, воду вылил. Вот что получилось. Дикие дрожжи поднялись наверх. Ну, хорошенько размешал. Дикие дрожжи наверх поднялись. Ну и все, начнет сейчас бродить дальше. Буду снимать уже по дням. И ориентироваться уже, как играют дрожжи. Ну, где-то, может быть, дней 10, 14, 15. Ну все, закрываем, будем смотреть каждый день. Так, прошли сутки. Булькает активно, шипит. Сутки номер 2. Так, утро номер 3. Также булькает. Сейчас, если перемешать, будет пена. Так. Запах похож на квас. Настоящий домашний квас. Шипит. Ну все, закрываем до завтра. 4-й день. Это уже 5-е сутки. Булькает уже послабее. Все равно булькает. Сейчас перемешаю и до завтра. Сутки номер 6. Булькает. День номер 7. Также продолжает булькать. Сейчас перемешаем и ставим до завтра. День номер 8. Запах такой мощный, квасовый. Хлебный квасовый есть. Но еще чуть-чуть булькает. Ну, уже, наверное, пару дней, может быть, 3 дня осталось. Ну ладно, сейчас перемешаю и до завтра.
Итак, ребята, это у нас знаменательный день. День номер 10. Брага уже полностью перебродила. Уже вообще не видно, как она булькает. Буду сейчас все сливать. На вкус уже горькая. Горькая. Запах хлебный, квасный. Буду сейчас это все сливать. И буду ставить на первую перегонку. Аппарат Vein 5 Pro. Куб 37 литров. Здесь получится 20 литров. С запасом беру. 2 баллона буду ставить по баллону, по 20 литров. А в этот же баллон сейчас это все сцедю и опять же засыплю 5 килограмм сахара и поставлю на вторую брашку. Это же зерно можно будет раза 3-4 еще ставить на брагу. Получается, с одного баллона можно будет снять 4 порции по 20 литров браги. А что получится с этого продукта после второй перегонки, конечно, все покажу далее. Ну все, буду сливать. Вот такого вот она цвета. Хороша. Итак, перелил я все уже в куб. Буду сейчас варить. Вот вышла вот такого вот цвета брага. Что-то непонятно. Как-то было 20 литров, получилось чуть больше. Куб 37 литров. Vein 5 Pro. Вот уже поставил на плиту. Индукционной плиты нет. Буду делать на газу. На турбоконфорке. Это будет чуть-чуть дольше, но как есть. Значит, куб. Здесь, не знаю, не замерял на глаз, наверное, 20 с лишним литров вышло. 2 холодильника. Сделан режим подстил. Быстрая перегонка. Сейчас на максимально врублю. И буду перегонять. Посмотрим, что получится. Ну что, поехали. Итак, прошел час. Куб температуру набрал 90 градусов. И первые капли уже пошли. Вот она бежит. Вкусняшка. Ну вот баночка уже где-то грамм 200-300, наверное, есть. Ну, холодильник первый вообще ледяной. Ну, второй холодный, но я бы не сказал бы, что ледяной. Такой холодненький. Подсоединил не последовательно, чтобы с первого холодильника вот с крана, и не соединил их последовательно. Сделал сразу вот отдельно сюда и отдельно сюда, чтобы больше холода было. И тем самым поставил на максимальный нагрев, чтобы быстрее перегнать. Вот. Ну все. Будем смотреть, сколько перегонится. Дальше покажу уже, сколько банок выйдет из первого погона. Итак, первая перегонка подходит к концу. Сейчас температура в кубе уже 96,7, 96,8, 96,6. Ну, в общем, уже все. Перегнала. Холодильники холодные. Я проточную воду поставил на большой поток. Так что все нормально. Вот, еще уже дотекают последние капельки. Я не снимал ни хвосты, ни головы. Все
в одну стопку сливается. Так, налил уже только что петуха. Здесь уже в нем меньше 40 градусов. Ну, градусов, наверное, 30-35. Буду завершать это. Итак, что у нас получилось? Вот одна баночка, 3 литра. И плюс еще вот это самая первая. Здесь 55 градусов. Сейчас мы возьмем кондометр и попробуем замерить. Оп, упала. Ровно 50 градусов. Вот, если так поставить. 70, 60, 50 градусов. Блин, плохо видно. — 70, 60, 50 градусов. Все, буду уже выключать. Получается, с 20 литров браги вышло 3 литра 50 градусов. И здесь в банке уже у нас даже меньше 40, 30 градусов. 30 градусов здесь. Можно еще и дожать, конечно, там до 20, чтобы еще капало. Но я думаю, хватит. Сейчас второй баллон принесу. Он точно такой же, идентичный. Его перегоню и все вместе поставлю на вторую перегонку. В общем, вот так вот. С одного баллона выходит 6 литров первака. Ну все, продолжаем дальше. Вырубаем. Итак, продолжаем варить. В общем, весь спирт-сырец с двух партий я соединил в один куб. Получилось 27 литров спирта сырца. Здесь у нас чуть-чуть меньше 40, где-то вот 30, 37, 35. Я не добавлял воды, все буду так варить. Собрал колонну, 2 царги, в ней по 3 пыжа, медный РПН, ну и 2 холодильника. Будем сейчас варить. И отберем головы, где-то 450-500 миллилитров. И потом будем уже отбирать тело. Ну все, ставим на огонь. Прошло около часа. Уже температура в кубе 80 градусов. Уже 15 минут как колонна работает на себя. Видно, он флегма перетекает. Кран отбора по пару закрыт. Сейчас я уже буду открывать и будем отбирать головы. Холодильник, видно, что вот ледяной. Данный холодильник тоже верхний, тоже ледяной. Температура в колонне 75,8. Ну все, открываем кран. Примерно вот так. Сейчас будем настраивать и отбирать головы. Уже баночку приготовил. Здесь пол-литра. Ну, примерно эту банку сейчас наберем. Часа за 3, наверное, за 2
Сейчас настрою где-то 1 капля в секунду. И будем отбирать головы. Дальше продолжим. Итак, вот она, первая капелька пошла. Чуть-чуть больше сейчас кран подведу. Оставлю. И еще чуть-чуть. Вот так, чтобы побыстрее капало. Сейчас должна где-то 1 капля в секунду капать. Это будет самое то. Вот, нормально уже. Ну все, ждем, пока эта баночка наберется. Это будут головы. Примерно там будем пробовать по запаху. Продолжим дальше. Так, прошло 2,5 часа. 80 градусов в кубе. Баночка уже набежала полностью. Сейчас проверил, уже запаха ацетона нет. Здесь больше уже пол-литра. Так что можно уже ставить банку под готовый продукт. Эту баночку мы закроем. И будет у нас с надписью технический спирт. Это пойдет на розжиг дровишек под шашлычок, растирку суставов. Вот новые капли уже пошли. Сейчас открою кран отбора по пару посильнее, чтобы увеличить поток. Примерно вот так, наверное. Под таким градусом. Даже можно еще чуть-чуть. Вот так. Вот флегма течет. Все хорошо. Температура в колонне 76 градусов. Здесь видно, что она прям течет, такая конденсат. Вообще ледяная. Это просто холодная. Большой напор воды. Холодильники хорошо справляются. Колонна горячая. Так, 81 градус. Ну все. Вот такие вот у нас капельки. Погнали. Ну, будем ждать. Дальше. В общем, завершилась наша вторая перегонка дробная через колонну. Вчера вечером, точнее ночью уже выключил, не стал снимать, пошел спать. В общем, что у нас получилось? Снял, было 2 партии, 2 бочки. 2 бочки по 2 банки 3-литровой. Ну, где-то 50, где-то чуть меньше градусов было. И я все это вместе смешал, вылил в куб Вин 5 Pro 37 литров и поставил вариться на колонну. Вот, и что у нас получается? 500 грамм снял голов. 96 градусов я уже их закатал. Это будет технический спирт. Буду его использовать как средство для розжига. Шашлык, машлык там. Ну вот. И 2 банки вышло. Здесь уже ректификат. Сейчас мы его замерим. Одну банку я уже замерил, закатал. Это 94 градуса. А здесь уже будет чуть-чуть меньше. Тянул, в петухе было 70 градусов, и я уже выключил. Здесь уже вместе, в банке, 85 градусов ровно.
Вот видно, да? 85 градусов. Ну, в принципе, если это сейчас все разбавить, то получится, наверное, двойная порция 40-градусного продукта. Ну, пшеничная водка. Я думаю, нормально. Так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. Цените натуральное.